Давайте вспомним, что мы уже сделали. Мы сделали технологическую отбортовку, то есть мы сделали вот эти фланцы и покрыли наш шлем разделительным воском. Мы нанесли 6 слоев воска для того, чтобы наша форма легко снялась. Теперь наша задача сформировать так называемый скин-коут. Что такое скин-коут? Скин-коут – это первый слой нашей формы, первый слой нашей матрицы. Он состоит из геля и тонкого слоя стекломатериала. Что такое гель? Для чего нужен гель? Гель нужен для того, чтобы нам создать вот этот защитный декоративный слой в матрице, который защитит поверхность матрицы от копир-эффекта, от стекломата, чтобы вот эта структура стекломата у нас не проявилась на матрице, на форме. Мы ее покроем сперва гель-коутом, а потом положим тонкий слой стекломата. Мы отформуем первую половину, затем мы отформуем вторую половину шлема, для того, чтобы потом нам их собрать и они четко встали соосно друг к другу, нам нужно сделать направляющие. Направляющие – это небольшие выступы, которые здесь у нас отпечатываются в негативе, а на этой стороне матрицы они у нас потом отформуются в позитиве. Это такие шипы, которые у нас, по которым мы будем совмещать обе половинки нашей матрицы. Это делается легко, то есть мы берем пластилин, опять катаем шарики. Да, потом мы эти шары прилепляем вот сюда. Вот. И острым лезвием мы срезаем у него бока. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. У нас получается вот такая пирамидка. Нам их нужно сделать минимум 2 штуки. После того, как мы сделали направляющие, мы можем считать, что макетные работы у нас закончились. Теперь мы переходим к нанесению гель-коута. Сейчас мы будем его разводить. Мы будем наносить гель-коут черного цвета. Это гель-коут от компании НГК. Вот. Это двухкомпонентная система. Для того, чтобы у нас началась реакция полимеризации, мы будем использовать инициатор. В качестве инициатора у нас выступает пероксид МЭК-1 Butanox. Соотношение в пропорциях: на 100 грамм гель-коута мы добавляем 2 грамма инициатора Butanox M50. Гель-коут мы будем отвешивать весами, инициатор мы будем дозировать с помощью шприца. То есть 2 мл это будет у нас 2 грамма. Погнали! Гель-коут будем наносить обычной фланцевой кистью. Техника нанесения прямо очень простая. Берем и наносим. Слой не должен быть слишком толстым, но и не должен быть слишком тонким. Уделяем особое внимание всем углам. Мы нанесли один слой гель-коута. Вот. Очень важный момент. Так как мы создаем матрицу, которая не подразумевает производство серии изделий, мы будем наносить один слой гель-коута. То есть, по сути, это у нас будет одноразовая акция такая. То есть, мы сделаем один шлем. Может быть, кто-то еще захочет такой же шлем. Я почему-то в этом не очень уверен, потому что это редкая модель К2, и вряд ли кто-то еще у меня его попросит. Вот.
Поэтому я наношу один слой гель-коата. Если вы делаете матрицу, которая у вас будет подразумевать серию изделий, там 10, 20, 30, дай бог, чтобы это было 100, 500, там, 1000 единиц, вам нужно нанести 2 слоя гель-коата. Вот, я ограничусь одним слоем. Теперь мы оставляем гель-коат до утра. Сейчас у нас 7 вечера. Мы оставляем гель-коат до утра. Он у нас высохнет на отлип. И завтра мы будем наносить сюда первый слой стекломата. Это будет 300 стекломат, тоненький. И мы нанесем один слой 300 стекломата, сюда наклеим, с винилоэфирной смолой, которая будет у нас выполнять роль барьерного слоя при нанесении следующих слоев матрицы. Наш гель-коат высох, но, как говорится, и про старуху бывает порнуха. Вот, у нас возникли дефекты на гель-коате. Вот, многие называют их крокодилы. Давайте расскажу, от чего это происходит. Как правило, это происходит либо от низкой температуры, либо от неправильного смешивания, то есть от неправильных пропорций смолы катализатора, либо мы наносим тонкий слой гель-коата. Вот. Я начал грешить сперва на себя, что я здесь нанес тонкий слой, но потом, когда я рассмотрел все предметно, я понял, что вот эти дефекты имеют четкий контур. Вот. И этот четкий контур совпадает вот с этим принтом, который здесь нанесен. То есть у нас здесь есть наклейка, она читается. Сейчас мы это посмотрим. Вот. И вот эту наклейку смола у нас подняла. Вот такая история. То есть мы можем это считать за неудачу, а можем посчитать за удачу. То есть это у нас будет дополнительный бонус. Мы с вами разберем, отработаем с этой стороны другой разделитель. И я расскажу вам, как убрать вот эти дефекты с готовой матрицы. То есть мы сейчас не будем ничего переделывать, мы будем все продолжать. Следующий наш шаг — это создание первого слоя, который защитит нас от копир-эффекта стекломата на поверхности нашей матрицы. Этот слой называют барьерным, и этот же слой вместе с гель-коатом называют еще skin-coat. Вот, для создания первого слоя мы будем пользоваться матричной смолой классической, 474, опять же от компании НГК Сибирь, и мы будем использовать 150 стекломат, то есть это эмульсионный стекломат 150 плотности. О чем говорит цифра 150? Цифра 150 говорит о том, что в одном квадратном метре у нас ровно 150 грамм стекломата. Вот. Сейчас мы разводим смолу и приступаем к формовке. Мы потратили 100 грамм гель-коата. По аналогии с гель-коатом, смолу мы потратим примерно столько же. Эта смола разводится в тех же пропорциях, что и гель-коат. Мы добавим катализатор. На 100 грамм смолы нам нужно 2 грамма катализатора, 2%. То есть это получается 2 миллилитра. О чем нужно помнить, когда мы будем наносить первый слой? Для чего мы это делаем? На первом слое мы должны исключить любое включение воздуха. Мы должны избавиться от всех воздушных карманов. Ткань у нас должна лежать очень плотно. Вот. Сейчас мы будем этим заниматься, и я буду подробно все рассказывать. Погнали! Мы закончили укладку первого слоя, это 150 тонкий мат. Вот. В мокром слое видно все пузыри, да? Вот, например, пузырек, вот этот, нам надо от него избавиться. Вот. Наша задача
сделать так, чтобы не было воздуха у нас под нашим стекломатериалом. Это очень важно. Вот. Сейчас мы еще раз визуально осмотрим все. Если где-то мы увидим воздух, мы его туда выгоним и оставим этот первый слой сохнуть до завтра. Ну и следующий шаг у нас уже будет завтра. Мы приступаем к следующему шагу. В предыдущем уроке мы с вами сформировали первый слой. Чтобы было понятно, и по-русски это звучит барьерный слой, по-английски skin coat. Что это значит? Это первый слой, который защитит видовую часть нашей матрицы от копир-эффекта. После того, как мы нанесем более жесткий стекломат, чтобы структура стекломата не отпечаталась на поверхности гель-коата, мы формируем этот слой, так называемый skin coat или барьерный. Вот, мы его нанесли, это 150 стекломат плотностью 150 грамм на метр. Вот, он достаточно тонкий, и визуально мы можем видеть, что наш ламинат абсолютно гомогенный, и мы не видим никаких посторонних включений. Мы не видим воздуха, каких-то карманов и еще чего-то. То есть у нас все черное, все чистое. Сейчас нам необходимо усилить стенки нашей матрицы, то есть набрать достаточную толщину. Вот, для этого мы будем использовать практически те же материалы, то есть это будет 474 матричная смола и это будет эмульсионный стекломат. На этот раз мы будем работать с стекломатом плотностью 300 грамм на метр. Перед тем, как мы начнем армирование, нам нужно подготовить поверхность. У нас остались небольшие иголки от стекломата, вот, и чтобы следующие слои стекломата у нас ложились как можно плотнее, мы слегка подшкурим всю плоскость. Для этого мы будем использовать абразив 120 градации. Мы отработали поверхность 120 абразивом. Теперь мы ее проверим. Проверяется это легко, просто тактильно, рукой в перчатке. Мы проходим всю плоскость. Если у нас ничего не цепляется, мы не чувствуем никаких иголок или каких-то выступов, значит поверхность готова к работе. Теперь нам нужно сделать лекала. Я их, кстати, уже сделал. Делаются они достаточно просто. Они делаются из простого малярного скотча. И по этим лекалам мы сейчас сделаем выкройки, которые упростят нам, скажем так, жизнь. То есть, имея выкройки, мы достаточно быстро наберем всю толщину. Раскрой стекломатериала относительно простая процедура. Мы укладываем лекало на ткань, а боди-маркер вырезаем ножницами. Единственный момент, те моменты, которые у нас будут сопрягаться, вот эти края, которые будут у нас подходить вот сюда, да, вплотную, которые у нас будут нахлестываться, нам нужно их сделать с небольшим запасом. Сейчас покажу. Сюда мы делаем запас, вот в эти места. Вот сюда, вот, чтобы было понимание. То есть мы его делаем с запасом. И здесь мы нарежем вот такую расческу. Такую расческу, которая поднимется у нас туда наверх. Технология нанесения пропитки укладки стекломата на последующие слои ничем не будет отличаться от той технологии, которой мы наносили первый слой. Все будет с точностью на 100% идентично. Смолы мы разведем сразу же 300 грамм. Пропорции с катализатором у нас на 100 грамм мы добавляем 2 грамма катализатора, то есть на 300 мы добавим 6 грамм.
Мы нанесли первый слой. По аналогии с этим мы нанесем еще 3 слоя в общей сложности. Мы нанесли крайний слой стекломата. Вот, на этом можно считать, что мы закончили формовку первой половины. Мы валиком прокатали все стекло, выгнали все пузыри воздуха. И теперь нам нужно оставить матрицу для того, чтобы она у нас полимеризовалась. Завтра мы начнем заниматься второй стороной шлема. Вторая сторона шлема, по второй стороне мы будем работать точно так же, как по первой. Сперва мы ее почистим, потом мы закроем пластилином все щели, потом мы нанесем разделитель, потом мы нанесем гель-коат, и потом мы будем ее армировать. Одна половина шлема у нас полимеризовалась, то есть смола застыла, и у нас получилась жесткая корка. Вот, мы обрезали все лишнее. Теперь ту же самую процедуру нам нужно сделать со второй стороной. Мы снимем вот эти фланцы. Они нам больше не нужны. Снимается все достаточно легко у нас. Воск отработал. Угу. Вот. Сейчас мы все почистим. Заполним вот эти все моменты пластилином, так же, как мы делали с этой стороны. Вот, и нанесем разделитель. Но теперь мы будем наносить другой разделитель и будем работать другим гелем. Посмотрим, какой у нас получится результат. Ребята, вторую сторону нашей матрицы будущей мы закроем другим разделителем. Это будет спирт ПВА. Мы его будем наносить из пульверизатора, из пистолета, вот тоненьким слоем. Помните, да, что с той стороны у нас вот эти наклеечки от стирола, которые у нас в гель-коате, их чуть-чуть подъело. Вот, чтобы нам создать такую прям пленку хорошую, через которую стирол не пройдет, мы закроем ПВА. Вот, наносится он достаточно просто. Чуть-чуть поднастроим пистолет. Наносится практически так же, как лак. То есть первый слой мы делаем опыльный. Прям вот такой. Видно, да, что пыльный слой, он лег такими мелкими капельками. И второй слой мы сейчас будем уже укладывать, это будет полноценный мокрый слой. Подачу на пистолете сделаем чуть-чуть побольше. Подскинем давление и уже будем наносить мокрый слой. Ну вот сейчас видно, да, что второй слой у нас, мы его положили, он растекся у нас прямо как лак. То есть сейчас еще мы можем видеть, что была такая шагрень, и вот сейчас она уходит, он прям натягивается, спиртик наш. Шлем получается ровно глянцевый, что даст нам хороший гарантированный 100% съем нашего изделия.